Родился я в Москве, и в 3 месяца родители меня перевезли в Японию. Там я прожил до 6 лет, и уже на тот момент, разговаривал на 2 языках и спокойно переключался между ними. Детство в Японии, оно было, собственно, на 2 фронта. Я учился в русской школе при посольстве, ходил в садик японский. Там было пиздец весело. Ты прикинь, вас днем занимают тем, что вы идете все в общую песочницу, ее заливают водой, и вы валяетесь в грязи Или там пожарные учения, где вам дают мини-гидрант, и вы должны попасть там в цель этим гидрантом. Из Москвы в Екатеринбург я переехал, потому что устал от города в какой-то степени, от себя. Плюс новый опыт, когда ты оказываешься в незнакомом городе, тут уже рассчитываешь только на себя. Перед переездом, буквально за год, за 1,5 до этого, я все-таки обозначил себя как художник и решил, что как можно вообще о чем-то высказываться, будучи художником, если ты не видел своей страны и не жил там. Потому что, как известно, Москва не Россия, нихуя. По сравнению с Москвой, в Екатеринбурге, во-первых, собственно, темп поспокойнее, и люди более все-таки открытые и искренние. Возможно, я ошибаюсь, в Москве просто ты этого не замечаешь, собственно, в суете. И тут граффити живет. Ты идешь по улице и видишь теги, куски в самых неожиданных местах. И твой рисунок может провисеть 2-3 года. И это стимулирует что-то делать, в отличие от ежедневного, просто очень кардинального бафа московского. Екатеринбург — это неконечная точка, в которой я хочу пожить. Мне нужно узнать все плюса по всем меридианам, прокатиться. В татуировку я пришел благодаря 50 Центу. Угорал, да, по нему в детстве, носил длинные футболки, вообще, ходил на концерт в Ледовый дворец. Татуировкой я занимаюсь, поскольку это просто другая техника, и она живет дольше, чем граффити. Не так долго, наверное, как холст на масле, но все же. Изначально мне нравилось, в принципе, и сейчас, если разумный человек, мне нравится совмещать какие-то свои творческие потуги с мыслями, интересных людей. Татуировка — это очень неэгоистичное искусство. Если это искусство, а не ремесло. Вообще препятствий на творческом пути нет, кроме тебя самого. Хочешь что-то делать — делай. Понятно, да, рисуя на улице, тебя любой может доебаться. Учись общаться с этими людьми. Ты живешь с ними, в одном городе. Наверное, самое главное — это пытаться что-то сделать. А все препятствия — это так. Пыль под подошвой. Максимум говно. Вытер об траву и пошел дальше. Если нравится что-то делать, не возникает вопросов, как бороться с препятствиями. Ты препятствия воспринимаешь как очередной увлекательный квест, качаешь ману, ты сжигаешь все на своем пути. Депрессия мне, пожалуй, не свойственна.
у меня есть приступы меланхолии. То есть депрессия — это все-таки клинический диагноз, вот, когда вообще нереально нихуя не можешь сделать. А помогает, блядь, от этого только одно — труд. Вот. Бери, блядь, лопату, иди снег разгреби во дворе. И неважно, ты там в многоэтажке живешь или в деревне. Отвлечешься, пропотеешься, подумаешь о другой боли, что есть физические какие-то недуги. А с тобой все нормально. Мне кажется, самые нормальные религии вообще, в принципе, это языческие, когда человек не обязательно преклоняется, но уважает природные стихии и видит живое во всем, что его окружает на земле. Каждый, блядь, веточка, лепесток, явление ночи, дня и так далее. К этому нужно уважительно относиться, я считаю. Я бы сказал, Бог есть любовь. Она может быть ко всему и супер многогранна. За ней могут стоять отвратительные поступки. Но во имя любви можно, конечно, блядь, все порешать. Себя в том числе. К литературе у меня появился интерес, сидя на унитазе. Потому что в детстве меня заставляли учиться играть на фортепиано. Преподавательница приходила на дом. Чтобы избежать этого урока, подольше как бы поебланить, я шел в сортир, брал энциклопедии, которые там стояли, и старался как можно больше прочитать, растянуть, значит, удовольствие. Именно по-новому я взглянул на книжки, наверное, в классе 10. И привила эту любовь мне одна девочка. Я хотел как бы быть наравне с ней и пытался впечатлить. Ничего не получилось. Я бы 90% стрит-артеров отправил бы, блядь, на завод. А монументальным искусством, чтобы занимались люди, получившие соответствующее образование. У нас народ не готов к этому. Его, собственно, нужно воспитывать. И вся эта уличная волна, она должна как-то стратегически действовать, как бы понимать контекст, в котором это уличное искусство появляется. И я говорю не контекст города, а социальный. Что люди смотрят и совсем не понимают, блядь, что происходит. Блядь, уличное искусство вообще, оно, блядь, конвейерное. Вот это стремление к постоянному пополнению контента, создания контента. Но, по-моему, это все-таки пополнение. Блять. Ничего не создается, просто повторяется одно и то же в разных формах в лучшем случае. Если уж проводятся фестивали, то давайте открытые конкурсы. Действительно мастеров своего дела звать в жюри. Стараться зацепить людей, разбирающихся в предмете. И, может быть, даже чуть-чуть со стороны кого-то. Архитекторов позовите, блядь, в жюри. Почему они не участвуют? Я вообще, блядь, не понимаю, почему монументальное искусство, оно обходится без архитекторов. Я говорю снова, блядь, не о главных архитекторах города, а именно талантливых молодых ребятах, которые предлагают изменить ту серую среду, которую нам оставило социалистическое государство. Вредные привычки, я их люблю. Мне нравятся некоторые состояния. Но важно, мне кажется, все эти привычки переквалифицировать в инструмент. Внутренний диалог с собой тебе должен подсказывать, надо оно тебе сейчас, вот в данную секунду, или не надо. У меня такое себе отношение к себе самому. Я вечно сомневаюсь. И эти сомнения приводят не к самым позитивным результатам. Говорят, сомнение — это маленькая смерть. Читал я как-то Кастанеду, там начался раздув за то, что смерть рядом с твоим плечом. Я в этот момент ехал в автобусе, поворачиваю голову налево, и в 1,5 метрах от земли летит ворон. Прям наравне со мной. Тогда дрожь, конечно, пробежала.
А так смерти на самом деле я не видел особо. В этом смысле я комнатный. Только совсем недавно один знакомый убил. Татуировку мне не добил. Страхи, с которыми я в основном борюсь, это страх ошибки. Всегда боюсь ошибиться. Как в творчестве, так и в выборе, который приходится делать каждый день. Я плыву по течению, как бы, с самого начала. Не сверну гор. Никогда. И не стремлюсь к этому. Уже. Себя бы свернуть. Как своих персонажей.